Рад приветствовать всех зрителей канала. Сегодня у нас на канале с распаковками, с мега распаковками посылок от зрителей с платами, радиодеталями и металлом. К нам на онлайн распаковку по очереди попали 3 посылочки. Начнем с самой маленькой и закончим с самой большой по стандарту. Вот. Почему 3? Потому что немного с графика, как говорится, выбился с графика, сделаю 3. Вот. Вообще как бы стандартно обычно 2. Вот. В общем, с чего мы начнем? Начнем с самой маленькой. От подписчика Иван Миколаевич, СМТ Великодолинське. Так. Короче, еще кулек. Пакет в пакете, короче. Ну, зато надежно. Чем надежнее упаковано, тем лучше. Как по мне. Так. О, как сделано. Прикольно. Я такого еще никогда не видел. Прошито ниткой. Никогда такого не видел. Так. Это что-то новенькое, короче. Так. Все, больше ничего нет. Это что-то новенькое у нас. Аж не хочется распечатывать, насколько прикольно сделано. Вот. Ниткой, короче, прошито. Вот. Прикольно, конечно. Ничего не скажешь. Еще аккуратно так вскрыты транзисторы, крышечки. Вот. Прикольно, конечно. Это эти 325-е транзисторы. Очень круто. Мне понравилось реально. Так. Сейчас. Сделано, конечно. Человек заморочился. Капитально. Так, все. Год, кстати, 93-й. Повезло, что желтые внутри. По 15 гривен такие будут. 93-й год. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 штук. 20 штук. Пишем. 300. Есть. Так, что у нас тут? Полубочонки. Ну, все как положено. Отметка. Ну, то есть не перепутать с импортом. Вот. Раз, два, три, 4, 5. Что-то падает. Упал 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 54 штуки, короче, у нас их полубочонков имеется в наличии. Вот. Такой пакетик. 54 пишу. 54 на 1,3. Так, что у нас тут имеется? Мост и чипы. Так, возьмем вот эти весы. Сейчас чипики завесим.
совсем немножко их тут. Так. Короче, чипов 4 на 2 и 5. Есть. И мостик еще с желтой полоской. Мостик с желтой полосочкой. Так. 4,14. Пишу 4,14 на 9. Есть. Микросхемка. Желтенькая. 2 штучки. Пишу 8. Так, конденсаторы у нас еще имеются в наличии. Вот. Вижу, тут есть неприемные, конечно. Но должны быть и приемные. Потому что я точно помню, что я подписчику все по этому поводу объяснял. Ну, это стандартные импортные конденсаторы. Вот. То есть они как бы не годятся. Я их тогда даже в пакет ложить не буду. Я их просто в мусор. Вот. А тут у нас уже нормальные. Вот это у нас неприемный тоже в мусор. А это я подписчику подсказывал. Он снимал оранжевую КМ-ку. Единственное, что подписчик упустил момент, выводы надо снять. Вот эти вывода, их обязательно надо снимать. Вот. Хорошая плата была. Вот. Как бы. Многие вообще упускают вот такие оранжевые КМ-ки на платах. Частая проблема. Как бы про зеленые знают все, а про эти что-то как-то так задалось, что, ну, реально как бы много случаев было, что люди писали, что типа капец, зеленый снял, а платы с оранжевыми КМ-ками повыкидывал. Вот, обидно, конечно. 9,75. 9,75 на 38. Вот, пожалуйста, почти 380 гривен. Вот эти КМ-ки стоят. Такая небольшая как бы кучка. Это как бы, ну, существенно. Очень существенно. Так, а с пакетиком 10,2. Так, светодиодики. Так, вот это кондерчик неприемный. Мы его... Оп. А светодиодиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучек. Короче, 10 гривен пишу. 10 гривен светодиодики. И вот такой вот пакетик, короче, у нас еще последний. Тоже красиво все сделано. Подписчик старался. А, тут желтоногие. Желтоногие. Так, все, пустой пакетик. Так, АОТшки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штук. Пишу 14 на 30 равно первое. Здесь общая сумма будет. Так, что у нас вообще получается? Надо подбить эту посылочку, вот, и пойти сходить за второй. Сейчас я тогда паузу делаю, иду за второй, считаю, и мы продолжаем. Так, общая сумма у нас получается 1225 гривен. Это первая. Так, теперь у нас идет вторая посылка. Чуть больше уже, то есть по возрастанию. Сергей Викторович, место Вознесенск. Так. Ну, такая увесистая. Так. Сейчас мы ее оформим. Оп. Так. Личные данные. Это нам не надо. Подкладочки. Опа.
Опа. Так, смотрим. Приветствую вас, Владимир. Очень нравится ваш канал. Как ведете блог, общение с подписчиками. Всегда жду на вечер новый видосик. Отправляю первый раз. Спасибо вам за контент. И вам спасибо за посылку и за отзыв. Так, чипы СЗУ. Микруха. Черная микросхема. Полубочоночки. Разные. КМ разные. Полевички. Пауки белые. Так. 630-ки. Еще полевички, короче. Так. Процики, мосты. Ну, разные подписаны. Ну, мы разберемся. Так. ППБшки в керамике не годятся. Вот. Вот такие вот. Ну, я их не беру, не знаю. Я не сталкивался, чтобы их вообще кто-то брал. Не годится такое. Я их откладываю в сторону. Чипы. Ну, вроде все в порядке. Так, и пустая коробочка. Так, с чего бы нам начать? Наверное, начать нам надо с чипов. Конечно, вот такие есть двухсторонки, толстенькие. Вот. Как бы они не совсем хорошие. Ну, а так в целом нормально. Я бы сказал. На пакетик полграмма скину. 78,5 грамм. Пишу 78,5 на 2,5. Есть. Так, что у нас еще имеется? Имеется микруха. Вот это импортная, большая, здоровая. А эти обычные. То есть я, наверное, знаете, как сделаю? Я, наверное, раз, два. Не получится так. Не получится посчитать. Она раскусанная. Придется достать. Это у нас будет на 10 гривен здоровая. Пишу 10. А этих у нас сейчас скажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук, короче, у нас их тут. На 28 гривен. В пакетик их и на базу. Так, пишу. Плюс 28. Есть. Так, разная. Сейчас будем высчитывать, короче. 8, 17, 25, 25, 50, 59, 67, 70. Это каушка с пластинкой. 79, 87, еще каушка. 90, 99, 108, 100, сейчас, 108, 117, это 40, 157, 183, 186, 195. Тут у нас в разном на 195 получается. Так, оформляем. 195. КМки разные. Сейчас мы их тоже организуем. Пакетики рвутся. Так. Сейчас мы тут все организуем, короче. Так, тут есть, короче, бескорпусная КМ-ка, нормальная, которая не импортная. Она у нас вместе с зеленой пойдет. То есть я пишу вот так вот, короче, оранжевая 2,28, запоминаю. Потом домики и окукленная 0,8. И зеленая с бескорпусной.
Так, 2,28. 2,28 на 38 плюс 0,8 на 12 и плюс 0,5 на 48 есть. Я их как бы вместе посчитал, не стал заморачиваться, отделять бескорпусную от зеленой. Вот, потому что вес как бы маленький, как бы не имеет в этом никакого смысла. Все пошло как зеленое. Это с этих, с ракеток. Я, кстати, всегда говорю, если у вас есть эти ракетки, блочки с телевизоров там, вот, вы их, ну, если хотите сдать, вы их самостоятельно разбирайте, потому что я их разбирать не буду. Так, тут у нас 315 полубочонки. 315 12, что по году? 82, 82, 79, 76. Короче, все в порядке. То есть получается 38 полубочонков. Это у нас 38 на 1,3. И 12 там было 315, это 6 гривен, а не по 50 копеек. Так, пауки белые вот такие вот, они по 10 гривен. Их тут 4 штуки. Я пишу сразу 40. 40. Вот такие чипики памяти. Пакетик 0,3 где-то весит. Так, пишу 7. Пишу 7, ой, 6, 6, 75 на 5. Такие чипы по 5 гривен. Так, это мы сделали. Так, теперь у нас 630-ки 14. Пишу 14 на 30. Потом у нас микросхема 12 ножек. 3 штуки. Пишу 3 на 45. Потом у нас полевичок 3 ноги. 10 штук. Это 180 гривен. 180 гривен. Полевичок 4 ноги, 4 штучки. Это 80 гривен. И полевичок 5 ног. Прикольно. А год какой? КТ-118А. 91 год. 5 ног. Очень редкие. Очень редко такие попадаются. Конечно, прикольно. 12 штук. 12 штук. Сейчас, стоп. Что-то я тут неправильно записал. Не, все правильно. Так, 12 штук на 22 мы их пустим. Вот, потому что, конечно, редкость. Редкость такая. Так. 89 год. Это дешевая. 89 дешевая. И еще 89 дешевая. 3 дешевых ПП-3. Это у нас 60 гривен всего лишь. И такие еще переменнички. Так, SP5 22. Раз, два. Вот так вот они выглядят. 3, 4. 91 года, кстати. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Так, 11 штук. Это у нас 88 гривен. Эти у нас 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас, сейчас скажу, кто. SP5-2VB. 5, 25. Ага, 6, 30. А этот 6, 36. Пишу. 36. Это у нас SP5 3. Так. И остается вот такая вот последняя позиция. Любимая компьютерная позиция. Опа. Короче, мосты. Это дешевый мост. Я его выкидываю сразу. Еще дешевый мост. И еще дешевый мост. Вот эти два, короче, дешевых. Убираем. Так, вот это вот.
Ну, он с медной крышкой, но это без выводов, это не мост, это тоже дешевый мост, короче, вот. Или впаянный был процессор, без ножек, без ничего, короче. Я вот это 5 гривен напишу. Ну, вообще они не годятся. А вот эти два проца по десяточке. Так, 20-ка. И остаются мосты. Два моста. 7,5, хорошие тяжелые мосты. 7,5 на 9. Все. Ключик пригодится. Так. Здесь у нас будет общая сумма. Как раз звонят, как раз пауза. Подбиваю, беру третью. Отвечаю на звонок, и мы продолжаем. Так, по второй посылке у нас получается сумма 2035 гривен. Вот. И мы продолжаем дальше. Так, третья посылка, большая, последняя, завершающая, короче, наш выпуск от подписчика Дмитро Уврелянович, место Чернівці. Так. Сейчас мы ее организуем. Так. Так, проложено все. Шрифт. Так, магнитные, ну, короче, сейчас будем проверять, не хром, скорее всего. Так, куча разных радиодеталей. Ну, я так и понял сразу. Последняя посылка это этот, как это правильно сказать. Зато упаковано все суперски. Последняя посылка, короче, это самая будет такая, короче, мега интересная, скажем так, осциллограф. Так, ну упаковано, конечно, мощно. Супер. Так. Вот такой вот ослик. Давно такой хотел. Так. Все, питание, шнур. Все есть. Вот такой вот экранчик у него. Вот такой вот он малыш. Это S1-101. С подписчиком договорились, что если рабочий, 2000 гривен такой будет. Я заплачу. А вот. Я его в самый конец. Ну, в самом конце мы его, короче, будем смотреть. Потому что мы сначала будем заниматься посылкой. А напоследок уже, как говорится, будем заниматься прибором. Так. Вот такой вот аппарат. Штангенрейсмас. Вот. Упакован он, конечно, серьезно. Наверное, придется, пакет вскрыть. Вот, потому что я его достать не могу. Так, ножи на месте, измерительные. Пакет снять. Плохо, что коробки нет. Ржавчина его немного цепанула, конечно, шкалу. Очень плохо, что шкалу подцепила ржавчина. Ну, скажем так, тут вроде как более-менее нормально. Короче, 400 гривен такой будет. Ножи есть. Убираю его в сторону. Сейчас я его сразу запишу. Конечно, спрос сейчас на эти вещи, на инструмент, на измерительный очень низкий. Очень низкий. Вот. 400 есть. Шрифт. Что по шрифту тут? Два сверла центровки на 2,5. Вот. Ой-ой-ой. Так. Ну так вроде ничего. Скажем так. Короче, пишу. Так, видно записи, видно. Пишу 20 гривен такие центровки. Ну, опять же, это я так посчитал, чтобы вообще как бы по сверлам
Тяжело, что клейма битые. По клеймам били. Что-то с ним. Ну, это хорошие клеймы, не знаю, 100 гривен напишу. Это циферные. Вот. Понятное дело, что... Ну, за такую цену можно новые китайские купить. Ну, понятное дело, что у китайских там качество не очень. Это даже, наверное, дешевле китайские стоят. Ну, бэушный шрифт цифр, короче, 100 гривен у нас будет. Что у нас тут написано? Від болгарки іскри нема. Так. Мы это сейчас узнаем. Искра есть. Причем искра, я бы сказал, не очень. Ну, такая искра. Средняя. Сейчас, что у нас тут? Еще пучок. Тут искра есть, но очень мелкая. Ну, я думаю, что это не хром. То есть, как бы, ну, искра как бы есть. Такая, как и должна быть у нехрома. В принципе. Еще тут такие вот пружины. Вот, конечно, не уверен. Может быть и не нехром. Магнит не берет. А по искре... Ну, искра есть. Сейчас. Моментально перерезает, не дает искру. Да, вот. Бытовых для электроплиты. Короче, это не хром. Это не хром. Наверное, вообще тут совсем его чуть-чуть. Совсем чуть-чуть его тут. Совсем мало. 150 грамм. Это у нас получается на 45 гривен не хрома. Так. Убираем. Ну, искра не очень, если честно. Может быть и не хром. Просто очень тяжело проверить. Моментально режется. Так. Ну и радиодетали. Очень много радиодеталей. Разных всяких. Подписчик Дмитрий, короче, все рассортировал. Вот. КМ-ка желтенькая. Кстати, желтенькая. Оранжевая КМ-ка бывает желтенькая. Вот. Она и зеленоватой бывает, и желтоватой, и красноватой. Короче, вариантов масса. А вот оранжевая. Короче, хорошая, долгая посылка получится по обзору. Микросхема. Срезанными крышками. Так, тут все. Это что? Ну, это неприемные детали. Тут чуть-чуть геркончиков. Тут конденсаторы КС. Вот. Короче, такое вот. Я тогда это откидываю в сторону. Вот. Оно нас не интересует. Такие позиции. Так, разъемчики. Сейчас мы по разъемчикам посмотрим, пробежимся. Так, ну вот это неприемные разъемы. Они там на вес идут, по-моему, 51 килограмм. Мы их сейчас... Так, это все. Надо их взвесить будет. Так, это у нас посеребренка. Вот, это тоже посеребренка. РПП 48 неприемный. Так, должен быть РППГ-48. А это хороший разъемчик. 1В, 96 ног, все ноги на месте. Вот. Короче, вот такой разъем. Хороший разъем. Желтенький, все как положено. Короче, вот такой разъем у нас 900 гривен будет. Сразу его убираю. А это мы взвесим на вес разъемы. 105. Короче, на 7 гривен вот этих разъемов, а тут 900.
Так. Пишу 907. 907 гривен, короче, пишем. Так, что это у нас тут за релюшечки такие? РС 44. Еще РС 44. Ну, РС 44, они неприемные, они как срезка идут. Вот. Я даже не знаю, что там есть контакты или там лигатура. Короче, это надо... Тот, кто знает, тот знает, если кто разбирал. Вот. Ну, то есть по весу у нас получается их на 8 гривен. Как срезка, короче. Вот. Так. Микрушка. Это микрушка. Это импортная микрушка с плат. Вот. Это на вес. То есть у нас ее на 75 гривен получается. 300 грамм. Так, это записали. Короче, площадь работы уже уменьшается. Вот. Так, это у нас что такое? PL111B. PL. Вот такой вот, короче, потенциометр. 2000 Ом, серии 209. 980 год. PL1. Не знаю, я его отложу, надо будет просмотреть информацию. Первый раз такой попадается, ничего не могу по нему сказать, что в нем может быть. В принципе, кто в комментариях, кто хочет, можете написать вообще, сталкивались вы с таким или нет, и что в нем может быть. Вот с буквой М, короче, вот PL1, вот так вот, чтобы хорошо видно было. Вот, я потом на него посмотрю информацию, не знаю, не сталкивался с таким, ничего не могу сказать. Вот. Так, фокусируйся. Желтый. Желтый. Ног у него 6, 10, 14, 19 ноги, короче. Прикольно. Вот, 19 написано. 19 ноги папы. Папы маленькие. Короче, 19 пишу. 19 на 7 пишу. Маленьконогий. Так, что у нас тут? 78, 78 и 78. Так, вот эти по 60. Пишу 3 по 60, это 180 гривен. А это у нас СП4-3 неприемный. Так, неприемный убираем. Что у нас тут имеется? Толстый двухсторонний чип. Вот такой вот. Вообще мало кто с ним связывается, с таким чипом. Ну, тут и тонкий есть. Короче, ну, в принципе, можно. Так, на пакетик 1 грамм, на большой. И тут, по-моему, еще есть чипики. Тут. Так, ложу пока эти. Процессор вот такой вот. 10 гривен с ноутбука. Пишу 10. 10. А тут просто чип обычный, но 4-сторонний. Так, тут радиатор на каком-то. Его бы отсюда демонтировать. Приклеен, конечно, знатно он. Приклеен серьезно, смотрю так. Ого, нормально так. Ну ладно. Короче, 2, 3. Короче, будет 63 грамма. 63 на 2,5. Ну, алюминий 2 пакетика, 3 грамма. 3. Сколько я скинул? 67. 4 грамма я скинул, короче. На алюминии 2 пакетика. Думаю, что угадал. Так. Ага, гирьки с отверстиями. Сейчас покажу. Лучше все по 10 раз перепоказывать. Оно так лучше запоминается. Это с ТВ-1.1, с ТВ-1.2 переключатели, гиречки. Но я смотрю, Дмитрий не положил контактные там группки. Они что же из серебра 3/9. Видно, он, может, не знал об этом. Не знаю. На пластинках там стоят контактики, еще такие грибочки. То есть они тоже серебро. Так.
Тогда оттарю лучше пакет. И гирьки прям с пакетом взвешу. 2,25. 2,25 на 38 за грамм. Это чистое. Так, тарим. Что у нас еще здесь имеется? Это радиодеталюшки. Радиодеталюшки на счет. Во, серебро на меди. Отлично. Сделаем сейчас серебро на меди. Так. Бумажечку убираю. Вот так вот на меди. Все классно подписано. Все супер. Тарим пакетик. Тяжелый пакетик. Такой толстостенный, короче, пакет. Высыпаем серебришко. Серебришко на меди. Грибочки. Так. 14. Пишу 14 на 11. Есть. Это у нас уже есть. Так, серебро магнитное. Тарим назад. Бумажечку убираем. Тарим пакетик. А это легкий пакетик. Так. То есть пакетики еще все разные бывают. Так, и высыпаем наше серебришко. Ай, один промазал. Оп. Вот такое вот серебро с контактов. Магнитное. Так, 26 на 22. Погнали дальше взвешиваться. Так. Полубочонки, но они все, это все то, что надо. Тут подписчик разбирается хорошо. 67 штук. Пишу 67 на 1,3. Так. Что у нас еще имеется? Кусаные КТ пластмасса. Вот так вот оно все выглядит. 49 штук. Пишу 49 на 8. На 8. Так. Эти надо вытащить, чтобы показать всем. Вот. Как бы. К-52. Этошка. Этошка. А, все что ли этошки? А, не, вот есть К-52. Так, короче, раз, два, три, четыре, пять, 6 штук. 6 штучек. Такие, как юла выглядят. Это маленькие. Пишу 6 на 25. Есть. Так. Релюхи 0102. Год проходит. 83. Вот это с номером 200 не проходит. Она вскрывалась, не вскрывалась. Наверное, вскрывалась. Так. Сейчас мы ее покажем. Так. Тоже с номером 200. Надо вскрыть. 302 РС десятка и 302 РС десятка. Короче, это 150, а эти по 50. Получается, пишу за релюшки 250. А эти уже у нас вскрывались. Ну, видно, назад ее завальцевали. Вот, я их сейчас вскрою. Ну, вообще это правильно, их надо проверять. Их надо проверять. Потому что мало ли вдруг. Ну, с таким паспортом, с 200 там, не помню, по-моему, они не попадаются с плишными контактами. Вот. А, вот, все видно. Сейчас покажу ручку. Сейчас. Вот, контакт, он серебряный, он темненький такой, вон он. Короче, это не то, что нам надо. Это мы выкидываем, короче. Эти два реле. Так, что у нас тут еще из крупного имеется? У нас имеется 603. Короче, все вскрытые. Подписчик заморочился. Так, вот это вот у нас, скорее всего, не 603. Вот, тусклый, короче, квадрат. Это у нас 809. Так. А вот с таким квадратом, ярко выраженным, это нормальные. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7 с круглым, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук. А тусклые, ну, короче, 19 будет. Что я тут придираюсь? Так, 19. 19 на 60 есть. КМ-ку напоследок. А, вот еще. Не магнит. Серебро не магнит. Так, контактик маленький вот улетел. Оп. А, вот он. Вот он. Так, все. Тут у нас ничего. Хороший такой пакет по весу. 1,8. Так. Все. Закинули серебро. 7,5. 7,5 на 31,5. Есть. Так, это у нас что? 30 штук. Вот эти переменники. Ну, я не знаю. Я их пока отложу в сторону. Кто с такими переменниками сталкивался, напишите, что оно может вообще быть по цене. Вот такие вот, короче, зеленые. Год, сейчас скажу год какой. 85-й год. Вот оно. Вот так вот. Я их пока в сторону отложу, не знаю. 30 штук их там. Так, лампочки хорошие. Диоды. 10 штук. Пишу 13. 13. Это на счет. Они что, все новые? А, они все новые, короче. Новые полевички. 54 штучки. Вот такие вот, короче. Так, я их туда сразу пишу. 54 на 20. Есть. Вот такие вот ГИ. Раз, два, 3, 4, 5. 5 штук вот таких вот, короче, приколов. Не знаю, напишу 100 гривен. Не сталкивался с такими очень редко. Поэтому как бы это у нас свинец шиномонтажный. 10 грамм, 5 грамм. Короче, балансировочные грузы. Так, что у нас тут? Две микросхемы черных. Это 8 гривен. Пишу 8. Это уже было. Это ж было уже. Так. Импорт-усилитель Motorola. Вот такой вот. Ну, это импортный белый. Ну, как белый. Он в никеле, конечно. Под никелем там что-то есть. Вот такой вот, короче, усилок. Не знаю, импорт. Напишу 30 гривен. Вот. Я думаю, ничего страшного. Свинец. 50 грамм свинца. Это у нас 3 гривны напишу. Вот. Микросхема вот такая вот. 2 штуки восьминогих. Это у нас 80 гривен. Вот такая россыпь еще тут по деталям есть подписчика. Так. Опа. Так, ну считаем. Короче, 18, 36. Так, 18, 36. 36. 54. 54. 63. 63. 88. Это белый. 88. 100. 113. Этот 40 новый. 113. 153 и 193, короче, пишу.
предыдущей посылкой чем-то похоже. Там тоже разное было, там посортированное. Короче, так, 193. Ага, переменники еще такие. SP5 16, SP5 2. Так, надо их отсюда высыпать. SP5 3 37 проходной, такой 15 гривен, пишу сразу 15. SP3 37А. Потом эти раз, два, три. Тут это SP5 16 на 0,25. Это SP5 3, это SP5 2. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 штук. Я их все по 6 гривен считаю. Так. «16 на 6». Каких 3? 6. Вот так вот я, бывает, ошибки делаю. Но сегодня я в нормальном энергетическом. Так, это у нас что? Шестерки. Тут у нас что? 6F. 6F. Тут, короче, все в перемешку. Вот. И пятерки, и шестерки, и М750, и вот тоже 6. Короче, все подряд. Так. Включаем весы. Я на пакеты сбрасывать ничего не буду, потому что там проскакивает. Тут я вижу, вот в этом пакете есть, проскакивает Н90, пару штук видел. Так, короче, важим с пакетами. Неплохой вес, 106,5. 106,5 на 38. Есть. Неплохо, неплохо. Так. Вот еще домики лежат. Так. КМ-Чинос зеленый. Зеленую я, наверное, в этом пакетике взвешу, потому что одна осталась. Так. Потому что в такой назад засыпать их, конечно, будет то еще дело. Такие вот КМ-ки. Так, оп-оп-оп. Блин, он что, с дыркой? Короче, дырка в кульке. Там я две подобрал, посыпались. Вот так вот положу. 31 и 32, короче. 32 на 48. Отлично. Есть. И домики. Ну, на пакет полграмма, пакет толстостенный. Вот такие вот домики, короче. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот так вот. Оп. Такие вот. Пять грамм. 4,5 на 12. Так, и это у нас третье, я пишу, третье. Надо подбить, и вот тут у нас в окошке будет плюс. Вот так вот ставлю плюсик. Вот тут у нас в окошке будет осциллограф. Осциллограф с двумя L. Так, все, весы нам не нужны. Включить осциллограф, посмотреть, рабочий или нет. Если не рабочий, это очень плохо, потому что он в ремонте непростой. Так, этот осциллограф, я бы сказал. Тут немного надо подчиститься. Так, короче, сейчас мы тогда уходим. А что нам на паузу уходить? Он, в принципе, готовый. Нам и на паузу никуда уходить не надо. Будем все делать в режиме реального времени. Вот. Подбить, короче, этот записи. Надо будет только отлучиться, потому что в уме я такую простыню не подобью. Так. Вот тут провод распутать. Было бы классно, конечно, если бы он был бы, все с ним было хорошо, потому что прибор такой давно хочется в коллекцию. Жалко, что корпус такой покоцанный. Где-то он летал. Где-то он у подписчика летал. Так. А приборчик очень даже. Корпус у него... у него... Сейчас покажу. Корпус немного ездит все в нем внутри.
Так, вот такая подставочка. Будем надеяться, что все с ним в порядке. Хотелось бы, конечно. Потому что лезть его... Ага, заработал. Слышите звук? Так. Вот и луч появился сразу. Вверх. В сторону. Уровень. Вольт деления. Время вольты. На закрытом надо, чтобы стояло желательно. Что по поводу регулировок? А, вот они у него. Прикольно сделали, конечно. Сейчас мы это дело... О, вот так вот мне лучше, больше нравится. Яркость луча на минимум. Суперски. И... Блин, его бы до ума довести, конечно. Корпус бы как-то восстановить. Кстати, вопрос к подписчикам, кто разбирает всякое и смотрит. Если у кого-то есть корпус на такой прибор, целый корпус, да, в хорошем состоянии, предложите, я куплю. Я реально куплю. Очень классная машинка. Ну, вот, до ума его довести. И еще, конечно, если у кого-то есть, но это я уже чересчур обнаглел, вот эта штука, она ж вынимается, вот как бы это блок питания его внутренний, он съемный. Если может у кого-то есть, как он правильно называется, аккумулятор, этот осциллограф может работать на аккумуляторе такой же формы, съемная ячейка, но там внутри элементы. Вот. Или хотя бы просто корпус, то есть батарею эту в принципе можно и самому сделать, может просто у кого-то есть сам корпус под элементы, под батарею, вот. Было бы неплохо, конечно. Но если у кого-то есть как бы или бэушный там, или с хранения аккумулятор на этот прибор, вот, вообще было бы классно. Буду благодарен капитально. Буду капитально благодарен. Вот. Заряд. Ну, короче, надо будет еще почитать, что тут у него с ним. И это, ну, моментально классно включился. Хороший приборчик. Вот. Пусть поработает. Как это правильно сказать? Пусть, короче, поработает пока. Так, все, двушечка есть за осциллограф, нормально пойдет. Восстановим, будет выглядеть как новенький. Корпус, если у кого-то есть, огромная просьба, я куплю, напишите. Так, все, и тогда отлучаюсь на паузу, прибор не выключаю, сейчас подбиваю посылочку третью, и мы продолжаем. Так, в общем, общая сумма по посылочке у нас получается 14 240 гривен. Так, 14 240 гривен. Так, третья есть, все помечено. Все, отлично, супер. Вот так вот у нас классно получилось. От меньшей к большей и по сумме, кстати, так же самое. Ну, осциллограф вообще классный. Очень крутой аппаратик. Вот. Под него еще сумочку надо найти. Они к ним в комплекте шли, я не знаю, я не помню, от комплектации это зависело или нет. К ним еще сумочка шла. Вот. И ну, комплект, там паспорт на него еще надо найти. Короче, собрать из него, сделать хороший комплектик. Легенький такой вообще. Вот я его держу. Вообще абсолютно легкий. Вот. Супер, супер. Класс. Класс. Хорошо, что целый остался. Так, в общем, спасибо всем, что смотрите ежедневные серии нашего долгожданного, как это правильно сказать, длительного нашего, как говорится, фильма, сериала. Вот, короче, в общем, всем спасибо, что смотрите длительные серии нашего сериала. Вот. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки, пишите комментарии. В общем,
Благодарю всех за просмотр. Всем хорошего вечера, всем хороших просмотров на YouTube и всем пока.